Домик Сары стоял на самой окраине нашего села. Прямо за его огородом начиналась непроглядная тайга. Возможно, именно поэтому с самого детства Сара была накрепко привязана к дикой природе. Еще будучи совсем девчонкой, она могла на несколько недель уйти с отцом в тайгу, а потом вернуться, как ни в чем не бывало, будто это была не изнурительная экспедиция по непроходимым местам, а расслабляющая поездка в Турцию. Сара росла крепким, здоровым ребенком, будто сама тайга питала ее силой и энергией. А вот родителей ее не стало совсем рано. Ушли они один за другим, оставив девушку одну в этом огромном мире. И неизвестно, как бы она справилась с такой утратой, если бы рядом не было этого дикого леса, ставшим ей вторым домом. Первыми мыслями девушки после потери родителей было бросить все и бежать, куда глаза глядят. И, скорее всего, если бы она так поступила, то ничего хорошего из этого бы не вышло. На целый месяц Сара ушла в тайгу. Люди в селе уж начали поговаривать, что сгинула девушка, мол, без следа растаяла на бескрайних просторах таежного леса. Но, на удивление всем, Сара вернулась. Однако что-то незримое навсегда изменилось в ней. Односельчане часто навещали Сару, стараясь стать для нее большой и любящей семьей. Девушка, конечно, это понимала и ценила, стараясь каждому отплатить тем же. Но все же по натуре человеком она была замкнутым. И только своей лучшей подруге она смогла признаться, что теперь она ждет ребенка. «Когда же ты успела?» — всплеснула руками Лиза. «В деревне-то и женихов, почитай, нет. Откуда ж дитё? А ты помнишь, я в тайгу на месяц уходила?» Улыбнувшись, спросила Лиза. «Так вот, я там на лагерь геологов наткнулась. У них и жила. Еду готовила, хозяйство вела, да от мысли своих темных скрыться пыталась. Вот там я с Тёмой и познакомилась». Девушка непроизвольно улыбнулась и погладила свой слегка округлившийся живот. В ее голове всплыли воспоминания о молодом и широкоплечем юноше, который смог таки вскружить ей голову. А он-то знает. Нарушила благостное воспоминание Лиза, кивнув на живот подруги. Сара отрицательно покачала головой. «Да я сама только недавно поняла, а их лагерь уж уехал». Голос девушки незаметно дрогнул. «Он меня с собой звал, но я не смогла. Вот не смогла я всю свою жизнь здесь оставить, хотя и сама убежать хотела. Представляешь, оказывается, я не могу без этого всего. Оказывается, слово «родина» для меня — это не пустой звук». «Да ладно, а как же ты теперь одна с детем-то?» Вновь не унималась Лиза. «А разве я одна?» — рассмеялась Сара. «У меня же ты есть. Степаныч, Викторовна, да все село меня опекать пытается. Неужто пропадем?» С этими словами девушки радостно обнялись, стараясь поддержать друг друга. Вскоре Сара стала мамой. На свет появилась чудесная, здоровая девочка, имя которой дали Юля. Сару и правда не оставляли без внимания и заботы. Иногда девушка думала про себя, как же ей повезло родиться именно здесь, в этом таежном и глухом углу, где люди еще сохранили свою человечность и доброту сердца. Несмотря на то, что Юля была еще совсем кроха, Сара уже брала ее с собой в тайгу. Сначала это были небольшие прогулки, чтобы ребенок с самого раннего возраста уже привыкал к таежным звукам и ароматам. Первую свою ночь в тайге Юля провела, когда ей только-только исполнился год. Многие удивлялись. «Ты чего, мамаша? Разве можно ребенку в тайге? Не погубишь ли?» На что Сара всегда отвечала: «Да я и сама в тайге выросла. Чем же моя дочь хуже? А тайга, она только силу да здоровье людям дает тем, кто правильно ее понимает». В этот раз Сара с Юлей тоже путешествовали по тайге. Девушка старалась показать своей дочери все красоты и тайны этого места. Как вдруг они услышали чей-то жалобный вой. Эти стоны были наполнены такой болью, что сердце Сары сжалось от страданий этого несчастного существа, и ей не оставалось ничего другого, как попытаться помочь. Многие, конечно же, назвали бы поступок Сары безрассудным и безответственным, но по-другому поступить она не могла.
Поспешая на стоны, девушка вдруг наткнулась на распластавшуюся под елью волчицу. «Так вот, кто здесь мучается», — подумала она про себя. Волчица же подняла на нее голову, но вскоре вновь откинулась, протяжно завыв, видимо, предчувствуя свой скорый конец. Сара, отстегнув слинг, усадила девочку под елью, а сама подошла к волчице. «Больно тебе, милая. Вижу, ты тоже мамой стать пытаешься. Тяжело это, по себе знаю. А давай я тебе помочь постараюсь». Она присела рядом с волчицей и осторожно положила руку на ее серый бок. Волчица посмотрела на человека, но, видимо, в таком состоянии ей было уже все равно. Сара всю свою жизнь родилась и выросла в деревне. Конечно, не раз она видела, как появляется новая жизнь. Как-то она вместе с отцом помогала появиться на свет маленьким козлятам. Но все же она страшно переживала и боялась не справиться. Почти час провела Сара возле волчицы, один за другим принимая 4 волчат. А Юля же все это время послушно сидела возле дерева, наблюдая за этой спасательной операцией и стараясь не отвлекать маму понапрасну. Но все с удовлетворением выдохнула Сара, глядя, как измученная волчица принялась вылизывать своих еще мокрых щенков. «Теперь же все зависит только от тебя». И волчица пристально посмотрела на нее, будто пытаясь своим взглядом выразить свою волчью признательность. А девушка рассмеялась. «Пора нам, мы тоже уже давно должны дома быть. Оставайтесь с Богом». И, подхватив Юлю на руки, распрощалась Сара со своими новыми знакомыми. Прошло уже почти 2 года с этого случая. Теперь Юля уже не нуждалась в слингах и колясках. Ее резвые ножки послушно носили ее целый день по окрестностям, не зная устали. Дочка полностью переняла от мамы любовь к тайге и природе. Да и разве могло ли быть иначе, если вся ее крохотная жизнь проходила именно здесь, в этих нетронутых человеком местах? «Юля, не убегай далеко», — с тревогой окликнула мать свое неугомонное дитя. «Помни, тут и волки голодные есть, утащат тебя, а что я одна буду делать?» Девочка, послушав мать, вернулась к ней и взяла ее за руку. «Ну вот, теперь другое дело», — облегченно сказала Сара, но в этот момент словно из ниоткуда перед ними вырос громадный бурый медведь. Уж не знаю, чем женщина с ребенком вывели из себя косолапого хозяина, да только он поднялся на задние лапы и двинулся на людей, не обещая им ничего хорошего. Сара схватила дочку на руки и прижала к себе. В голове билась только одна мысль. Как же спастись от этого монстра? Ведь не убежать, не спрятаться от него невозможно. Это Сара прекрасно знала. Неужели у них совсем не осталось шанса на спасение? Но тут, откуда ни возьмись, из чащи выскочил крупный серый волк и без предупреждения схватил сзади медведя за лапу, заставив того опуститься на землю. Медведь взревел от боли и ярости, мгновенно обернувшись на неведомо откуда появившегося противника. Кто за глупец посмел кинуть ему вызов? Ведь одного удара его могучей лапой достаточно для того, чтобы выбить из него жизнь. Медведь ринулся было на врага, но тут из кустов один за другим появилось еще 4 молодых волка. Они начали скалиться и окружать косолапого, лишая его пространства для маневра и заставляя распылять свои силы на каждого из них. Сердце Сары сжалось от страха, наблюдая за схваткой медведя и волков. Медведь быстро понял, что ему не выстоять одному против целой волчьей стаи. И, улучшив момент, он ринулся обратно в чащу, заставляя горячую кровь молодых волков преследовать посоромленного хозяина тайги. И только самая крупная и пожилая волчица на мгновение задержалась, также пристально посмотрев на Сару, как и 2 года тому назад. А девушка тут же вспомнила этот взгляд и все поняла. Она поняла, что все в этом мире возвращается, и добро тоже обязательно вернется, и неважно даже, кому вы его когда-то сделали.